Всем доброй ночи. Друзья мои, наконец-то собралась силами и решила все-таки сегодня снять. Я вчера должна была вечером снять, но у меня просто не осталось сил. Точнее, не вечером, а ночью после лекции. Итак, перед вами Асклепий, бог врачевания. У него на руке иногда чаша со змеей, иногда различные травы. К Асклепию обращались, приносили в жертву черного петуха и просили исцеления. И он ночью приходил во сне и говорил либо к какому целителю обращаться или врачу, либо какой отвар пить, чтобы исцелиться, излечиться. Про Асклепия я уже рассказывала, но поскольку тема соответствующая, поэтому эти две статуи у нас как наглавные на алтаре. Хотя не совсем алтарь, ну, ничего страшного. Временный алтарь, летний вариант. Второй у нас Гиппократ и его клятва, всем известная. Друзья мои, когда вы проводите ритуалы на исцеление, ритуалы на оздоровление и прочее, могут возникнуть такие моменты, что вас внезапно направят к врачу. Или вы будете проходить там комиссию. Почему это происходит? У вас в организме потаенная болезнь, которая может проснуться в любое время. И проведенный ритуал, как бы вам сказать, пробуждает разум человека, то есть заставляет человека заняться своим здоровьем. И потом человек понимает, приходит к выводу, что если бы он опоздал, то это могло бы быть просто роковой ошибкой. Что именно после проведения этих ритуалов его заставили идти просто и спасти свою жизнь, пока не поздно. То есть выявилось то, что могло быть смертельно опасным, если бы человек об этом не знал и спокойно жил. Через некоторое время просто было бы уже поздно. Так и бывает, что говорят: вы знаете, вот если бы вы просто пришли к нам, да что ж такое, пытаюсь исправить картину, ну ладно, не получается, что если бы вы пришли к нам чуть позже, то было бы уже слишком поздно. Ничего бы не смогли сделать. Вот именно пришли в такое время, как бы такое подходящее, что еще есть очень большой шанс вам помочь. Я хочу, чтобы вы послушали голосовое, отправленное мне Татьяной. Она просила выставить, и я выставляю. Это даже не исцеление, я бы сказала, это спасение жизни. Давайте послушаем, она сама все рассказывает. Уважаемая Инга, с 2020 года делаю чистки, те, которые вы выкладываете на канале. И, соответственно, у меня начались определенные изменения в жизни, только в положительную сторону. В 2021 году меня мучили определенные боли вот внизу живота, схватывающего характера. Но мы, как всегда, на себя мало обращаем внимания. То есть махаем рукой, ну как-нибудь, вроде бы встал, расходился, и слава богу. То есть резко схватывал живот с правой стороны, но я старалась всегда не обращать внимания. То есть надо работать, нужно зарабатывать, кормить детей, тем более у меня появилось благодаря вашим чисткам и то есть определенные изменения вообще в жизни, только в хорошую сторону.
Несмотря на то, что, скажем так, по социальной лестнице я занимаю более низшую ступень, вот. Ну, вот, что касаемо вот этих вот болей. То есть схватывал живот, и я старалась не обращать внимания, вот. Но в организации, где я работала, ну, у нас медицинская организация, начался определенный медосмотр. И как я не особо люблю ходить, лечиться, вот, и своей, соответственно, старшей медсестре я сказала, что, ой, да, я как-то пыталась всячески отмазываться, но она ко мне подошла и сказала, что, Таня, если ты не сделаешь это УЗИ, можешь на работу не приходить. Вот. И, соответственно, я пошла на УЗИ. Перед этим, также весной, я сделала, ну, буквально, может быть, неделю за УЗИ, я сделала ритуал от женских болезней. Честно говоря, я вообще была поражена результатом, по крайней мере, то, что касалось меня. Я пошла, во-первых, мне старшая очень резко сказала, она, в принципе, как бы достаточно лояльный человек, но здесь мне как в ультимативном такой форме. Соответственно, я пошла к себе, то есть работаю в одном городе, живу в другом. Вот. И в своем родном городе я пошла на УЗИ. Врач-узистка сразу увидела, что у меня там проблемы, сказала, что вам обязательно нужно ложиться на операцию. Я была вообще в шоке, потому что мне до этого, сколько я проходила, ну, скажем так, по гинекологии, мне все говорили, ой, все так замечательно, все хорошо, все прекрасно. А здесь мне говорят, что у меня вообще все просто... Ну, как бы, то есть сама врач такая была достаточно расстроена и сказала, что вам нужно обязательно ложиться в больницу и делать операцию. Но так как в ту больницу, где я пришла делать УЗИ, было попасть очень сложно, то есть там у нас тоже определенные заморочки в плане того, кто прописан, кто не прописан, кто относится, кто не относится, ну, все как обычно у нас в стране. Живешь в одном городе, но не имеешь права на определенные услуги, такие бюрократические сложности. Я у нее спросила, ну как-то у меня ума хватило, говорю, скажите, а как мне попасть, потому что в эту больницу, где я проходила УЗИ, огромные очереди, и там записываются просто, я не знаю, за год, за полгода. А мне сказала, подойдите к главному врачу. Ну, я поняла, что дело, как говорится, пахнет керосином. Соответственно, побежала сразу же к главврачу этого отделения. Спасибо этому врачу. Он меня принял, осмотрел, сказал, что да. Я говорю, и он, соответственно, мне сразу же подписал направление на операцию. На работе, естественно, мне сразу пошли навстречу. Сказали, Таня, обязательно ложись, если надо будет там все удалять, все удаляй, пусть все режут. Вот, как в том фильме «Режем к чертовой матери». Соответственно, в назначенное время я пришла. Ну, у меня там определенные... Мне, то есть, отложили немножко операцию там на день. То есть, все равно у меня были какие-то помехи там, как обычно у меня это все складывалось в плане медицины. А здесь у меня как по маслу все шло, все по накатанной. То есть, мне пошел навстречу главврач. То есть, мне сразу установили диагноз. Мне навстречу пошел главврач. Я сама была в шоке. Зная свою везучесть, я бы ходила, наверное, полгода. Соответственно, мне вовремя сделали операцию, причем главврач настоял, чтобы не удаляли мне все, а только определенный там кусок. И как впоследствии уже затем, вот в Москве есть очень хорошая 62-я онкологическая больница, очень многим помогает, то есть у меня, допустим, ну вот отец там лечился, просто если бы мы обратились раньше, он был бы жив. Вот. И в 62-й они сказали, что тоже правильно сделали, что вам все не удалили, то есть мне удалили только
как бы конкретную там часть. И, то есть наш врач в нашем городе оказался прав, что не удалил все вообще, все органы, несмотря на то, что я уже не собираюсь рожать детей. У меня 2 дочери. И благодаря врачам, благодаря, главное, Инге, что я провела данный ритуал, я осталась жива на этом свете, могу их обеспечивать и должна их обеспечивать. И очень хочу отблагодарить тех людей, которые мне помогли остаться на этом свете достойно. Вот. Соответственно, в 62-й, то есть мне сказали просто наблюдаться в течение полгода. Вот. И сказали, что мне просто вовремя, мне сказали, что мне, ну, там я сдавала гистологию на онкологию, то есть мне сказали, ну, то есть у меня первая стадия была, и мне сказали, что вовремя мне просто провели операцию, что при таких случаях, как у меня, как правило, женщин уже, так скажем, берут на операции уже 2-я, 3-я стадия. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые женщины, любите себя. Если вы чувствуете какую-то боль, это уже признак не очень хороший, по крайней мере, в течение полугода, года. И проведите обязательно. Вот мне очень помог этот ритуал от женских болезней. Затем я проводила ритуал от костных болезней. И тоже чудом, это вообще удивительное стечение обстоятельств, врач, который смотрел, он просто был в шоке. Но у него единственное, так как лысина, у него, наверное, волосы дыбом не встали. У меня просто, когда делали МРТ, ну, соответственно, после операции, еще раз делаешь МРТ органов брюшной полости и малого таза. И там обнаружили трещину. Возможно, это при рождении, возможно, это просто травма связана, ну, так как я занималась тоже танцами в детстве, достаточно так долго. Вот, возможно, какие-то травмы были, вот, и это как бы киста, но очень, опять же, врач 62-й больницы, заведующий как раз по костным, он сказал, что не трогать, и говорит то, что удивительно, ну, вообще, как правило, такие вещи находятся случайно, и, как говорится, кто знает, тот вооружен, да, то есть ты уже знаешь определенные такие нюансы своего организма, тела, просто которые надо брать на контроль, контролировать эту болезнь, ну, не болезнь, скажем, она еще не болезнь, вот, но брать это на контроль, на карандаш и просто, так скажем, любить свое тело и следить за ним. Вот, соответственно, ритуалы нам в помощь, потому что это действительно помогает встретиться с нужными людьми, с нужными врачами в нужное время, в нужное место. И это на самом деле очень важно. Это понимаешь только тогда, когда тебе говорят, что вам повезло. Вот мне очень повезло, что я была на канале у Инги Хасроевой. Это удивительный, конечно, человек, который помог мне тем, что он выкладывает, что Инга дарит свои работы. И делая их, вы спасаете себя. Вот. Я очень благодарна. Просто низкий поклон. Уважаемая Инга, я надеюсь, что так подробно вам описала. Я просто такой человек еще эмоциональный. Все в одну кучу могу собрать. Хоть и карандашом тут набросала на бумажке. Ну, вот, очень, конечно, хочется помочь людям, но реально ваши ритуалы это просто бомба. Хочу сказать для тех людей, которые иногда пишут, вот они там спотыкаются, не могут нормально рассказать. А вы понимаете, что не у всех есть опыт общения с людьми.
Не все снимают каждый день видеоролики, лекции. Не у всех уже, скажем так, натренированная, да, речь, наработанная речь. И поэтому люди, да, иногда пишут, читают, чтобы не забыть все сказать. Но это правильно, потому что они хотят рассказать подробно. Когда человек волнуется, он может забыть. Так что отнеситесь к этому нормально, по-человечески. Тут ничего такого нет. Она мне сказала, что хочет отправить подробно, и если я согласна выставить, она хочет вот подробно отправить голосовой. И я сказала, что да, конечно, я выставлю. Вот человек села и как бы сняла подробный так, то есть отправила мне подробное голосовое. Что еще я хочу сказать? Друзья мои, когда вы отправляете о результатах, отправьте Яне, внизу напишите или наверху, что это голосовое о результатах, которые, проведенных ритуалов. Следующее. Если у вас особый случай, именно, скажем, вот такой случай спасения жизни, пишите, что вот у меня вот такой-то случай, и я бы хотела вот рассказать про свой случай, если можно. Или мне, если отправляете, напишите, что голосовой такой вот про особый случай. У меня голосовые не открываются, я их не слушаю, не могу слушать. Для того, чтобы их послушать, мне надо перезагружать телефон каждый раз. Вот поэтому я всегда говорю, у меня очень загруженные чаты, поэтому голосовые не получается как бы прослушать. Но если это особый случай, там пишите, я перезагружу, прослушаю, естественно, и включу. Чтобы прослушать без перезагрузки, мне приходится отправлять на второй телефон, оттуда обратно и слушать, понимаете? Вот так вот. Огромное количество людей, которые мне пишут. Вот сегодня, например, вот 1942 человека, но это 2-3 дня вот так собирается. Иногда может и побольше собраться. Далее. Она еще отправляла так кусочками голосовое. И я еще выставлю, собственно, полностью то, что она не договорила. Да, уважаемая Инга, я вот всегда, после выздоровления всегда думала отправить вам это голосовое сообщение. Единственное, хотела всегда сделать это грамотно, без, соответственно, лишних эмоций, жалости к себе и огромного уважения к вам. Вот, благодаря вам я действительно осталась жива. Я вас очень люблю, уважаю. И вы единственный человек, который показал мне, как надо жить и бороться за себя, за свою жизнь и выйти из этой ситуации. Я действительно вам очень благодарна. Здоровья тебе, Татьяна. Все будет хорошо. Самое страшное позади. А всем остальным людям, которые говорят, что да ничего страшного, умру так умру, что теперь делать, и не интересуются своим здоровьем, я хочу вам сказать, друзья мои, мы все умрем когда-нибудь. Вот пройдут годы. Нам сейчас кажется это какой-то там невероятностью. Но на самом деле, если так подумать, ведь пройдет и 100 лет, и 200 лет, и 300 лет, правда? И мы станем с вами историей. Когда будут изучать наше время, вот все события, которые происходили в наше время, кто был правителем в наше время, более-менее отличившихся людей, известных людей, или людей, которые остались в народной памяти и прочее, о них будут помнить. Все остальные вот незаметно пришли, незаметно уйдут. Но дело не в том, что мы все равно умрем, что бороться-то. Не просто же смерть приходит. Смерть иногда приходит мучительно. Вы представляете, вот в этом хосписе лежать, эти невероятные боли терпеть, искать, где бы рецепт найти, чтобы тебе вот это пришли, сделали это обезболивающее. Вы поймите,
что вы не просто идете жизнь спасать, вы спасаете себя от мучительной смерти. Зачем? Если есть время, есть шанс жить еще ради своих детей, ради, да, в конце концов, ради себя, увидеть пока мир, вам столько дано, зачем его сокращать, этот срок? Если вы чувствуете что-то не то, не ждите, пока вас вот уже прям вот вынесут. Идите сами. Если есть шанс, если даже путем того, что пожертвовать какой-то своей частью, обрести жизнь, то идите на это. Я на это пошла. И это тоже моя вина, потому что я оттягивала потом, после. Было вечно не до себя. Если бы пораньше пошла, может быть, и был бы совсем другой результат. Но и то очень большое чудо, что я осталась жива. И я вот все мои годы теперь, которые я проживаю, я считаю, что я получила в кредит. Я должна отрабатывать это. То есть жить полезно, жить правильно, чтобы каждый мой день принес что-то полезное, что-то новое миру, людям, да и мне самой в том числе. И вот напоследок, то есть последний она отправила еще голосовое, сейчас прослушаем. Я еще сниму, потому что еще есть просьба снять еще один видеоролик с еще одним голосовым, еще с одной историей спасения. Просто святой человек, которого сил хватает на то, чтобы помогать вообще всем нам. Я после одного ритуала, как выжатый лимон. Я просто вами восхищаюсь. Инга, спасибо вам большое. Нет, Татьяна, я не святой человек, я просто ведьма. Я просто настоящая в своей профессии, вот и все. Поэтому могу помочь людям. Вот и вся разница между мной и между теми, кто играет ведьм. Я просто живу магией, я являюсь той, кем себя называю, в отличие от них. Вот и все. До святости мне далеко, да я и не стремлюсь к святости, если честно. Мне кажется, святой быть очень скучно и невозможно в нашем мире. И те, которых называют святыми, очень были далеки от святости, если покопаться в их биографии. Просто церковь назвала святыми всех, кто делал подачки ей. Вот и все. Вот так и штампуют святых. А мне достаточно быть просто человеком. И во мне очень много нерастраченной любви. И когда мне было тяжело, у меня не было никого. Я дала слово, что у одиноких людей, у которых никого нет, буду я. Я думаю, что не просто сказана фраза «владеющий информацией владеет миром». Я не могу всем подряд помочь деньгами, но я могу всем подряд дать ритуалы, которые помогут им зарабатывать эти деньги. Я думаю, что это самое главное, да? Дать удочку, а не рыбу каждый день. Всем удачи, всех благ и Татьяне здоровья.